Привет всем на нашем сегодняшнем онлайн-семинаре. Он вызвал совершенно неожиданный и сумасшедший интерес участников. И, с другой стороны, это понятно, потому что программа вызывает большой интерес. И, как оказалось, нигде в интернете никаких онлайн-курсов, вебинаров или обучающих видео в принципе не существует по какой-то причине. Так что мы будем первыми. Это своеобразный риск, но тем не менее мы на него пошли. Спасибо всем, кто к нам сегодня подключился. Для чего мы вас сегодня собрали? Ну, во-первых, поделиться опытом нашей работы над проектами, опытом работы нашего отдела технической поддержки партнерских проектов. Такой у нас в компании существует уже год и возглавляется Евгением Евсеенко. Женя, привет. Многие, наверное, уже его знают. И вторая наша цель — это научить вас самих делать акустические расчеты в программе ISFocus и дать вам в руки реально рабочий инструмент, очень полезный в нашей работе, который одновременно является инженерным инструментом, помогая нам избежать ошибок и создать правильный проект, и при этом он является очень хорошим, действующим, эффективным инструментом продаж. То есть мы можем не только правильно рассчитать проект, но мы в итоге можем правильно преподнести результаты нашего расчета заказчику и заметно повысить наши, или в данном случае ваши, шансы выиграть проект. Наш сегодняшний вебинар состоит из 3 частей. Первая — вводная теоретическая часть, минут на 20. Без нее мы не можем приступить к практической, которая последует потом. В середине будет практическая часть с расчетами одного из объектов в реальном времени, и в конце будет завершающая часть по правильному преподнесению результатов расчета и правильному их оформлению. Для начала несколько слов для тех, кто вдруг не знает о том, что такое EASY. По-английски EASY принято говорить у нас почему-то. Это семейство программ, созданных доктором Аннертом из Германии и его компанией AFMG. Самая известная из них, собственно, программа IS, предназначенная в основном для архитектурно-акустических расчетов, то есть для расчетов акустических параметров зданий и помещений. В нашем случае такие сложности практически не нужны, и мы в своей работе используем программу ISFocus, о которой пойдет сегодня речь. В чем ее основные отличия от корневой, от главной программы? Первое — это техническое отличие. То, что расчет в ней производится только по прямому полю, без учета отражения от стен, реверберации и других акустических параметров помещения. То есть программа не видит стен, потолков и никаких поверхностей и не учитывает их. Этот момент нужно всегда помнить. И второй момент финансовый — то, что программа бесплатна для пользователей. Это важно, потому что основная программа достаточно дорогая, она стоит 2000 с чем-то евро. Не у всех на кармане в наше время такие свободные деньги есть. А ISFocus бесплатно для пользователей, потому что за нее деньги заплатили автору программы, производитель акустических систем. Это совершенно гениальный маркетинговый ход, я считаю. У производителей, как известно, денег больше. И для того, чтобы библиотека их громкоговорителей попала в базу данных программы, производители должны заплатить как минимум дважды. Первый раз за проведение измерений их колонок в сертифицированной лаборатории, это недешевое удовольствие. И второй раз заплатить за лицензию для того, чтобы уже измеренные файлы попали в библиотеку программы и стали доступны для пользователей. И, собственно, к сожалению, не все или не многие производители рискнули пойти на этот шаг. Ну, во-первых, это все-таки дорого на самом деле, даже для них. А второй момент политический. Не все производители готовы раскрыть карты и показать публике, показать пользователям реальные результаты измерений их продукции. Не те, что опубликованы в каталогах и в рекламных буклетах, а те, которые реально и на самом деле были измерены. Наш производитель, компания Audac, по нашей просьбе, кстати, мы, став дистрибьютором, попросили их расширить библиотеку их громкоговорителей. На этот шаг пошла. В общем-то, им нечего скрывать, и любой желающий может увидеть, мы сегодня покажем, как это сделать, реальные результаты измерений всех громкоговорителей.
Что именно мы в нашей компании рассчитываем в программе ISFocus и что вы можете посчитать в ней. Два основных параметра. Это уровень звукового давления на площадке, которую мы рассчитываем, и его распределению по площади помещения. И на основании этого мы можем посчитать требуемое для этого количество громкоговорителей, их тип, их мощность подключения, места их установки и углы наклона, если это корпусные громкоговорители. И сделать с помощью этой программы уже чистовой проект озвучивания помещения. Достаточно ли этих расчетов для получения результата, который совпадал бы, который устраивал бы нас и заказчика? В большинстве случаев да, за некоторыми исключениями. Какие-то исключения. Например, если нам нужно посчитать концертный зал, театральный зал, большой конгресс-холл, где применяется централизованная, сосредоточенная система звукоусиления. То есть зал и порталы, левый и правый, расположенные по фронту сцены. В этом случае результаты могут плохо совпадать с реальностью, потому что расстояние от колонок до конца зала, до последнего слушателя достаточно велико, и на больших расстояниях уже начинает сильно сказываться акустика помещения, отражение, реверберации и прочие негативные влияния на качество звука. И мы, сделав такой расчет, можем всего лишь предположить или сделать правильное покрытие этого зала, но мы не можем гарантировать качество результата без учета архитектурной акустики таких больших помещений. Но в случае наших проектов, о которых мы сегодня вам рассказываем, это система распределенного фонового звучания, где громкоговорители равномерно распределены по озвучиваемой площади, и каждый из посетителей, каждый из слушателей, если мы правильно сделали расчет, находится поблизости от одного или нескольких громкоговорителей, и с большой долей вероятности можно утверждать, что он находится в прямом поле. Прямое поле — это поле внутри радиуса гулкости, где звук от громкоговорителей, прямой звук, заметно выше энергии реверберационного поля, и в этом случае можно утверждать, что каждый из слушателей в первую очередь слышит прямой звук, и этот прямой звук мы и рассчитываем. Если мы его рассчитали правильно, то результат из нашей практики показывает, что да, результат будет хорошим. Дело в том, что время от времени мониторим сделанные нашими партнерами проекты на основании сделанные нашими партнерами инсталляции на основании наших проектов, то есть ходим и слушаем, что получилось. И, собственно, спрашиваем инсталляторов, спрашиваем заказчиков, насколько их устраивает результат. В большинстве случаев отзывы от очень хорошо до великолепно. И это дает нам уверенность, что если мы правильно посчитали проект и инсталлятор его правильно воплотил, результат будет гарантированно хороший. То есть наш опыт показывает, что это действительно так. Переходим, собственно, к программе и где ее взять. Поскольку программа без библиотеки нам не интересна, нам интереснее взять ее сразу с библиотекой громкоговорителей. Проще сделать это у нас на сайте. Наверху кнопочка, вы видите документы и файлы, заходите туда, листаете вниз до конца страницы. Внизу страницы слева видите картиночку с надписью «Audac», где находится архив для скачивания программы, и там же сразу находится библиотека громкоговорителей в одном флаконе. После установки программы у нас в компьютере появляется такая вот директория. Внутри нее появляется папка с названием «Data». Зайдя в нее, мы можем увидеть находящуюся внутри библиотеку громкоговорителей. Это файлы с разрешением в формате JLL, General Loudspeakers Library, если я правильно помню. Каждый из этих файлов мы можем открыть и посмотреть, это просто. Для этого вам всего лишь нужно скачать бесплатное приложение JLL Viewer, оно легко находится в интернете, установить его и запустить. И сейчас вместе с вами мы попробуем это сделать. Вот у нас папка с нашими
громкоговорителями, нажимаем на один из них. Разворачиваем окно. Первым делом, что бы я советовал вам сделать в момент, когда вы открываете библиотеку неизвестного вам пока еще производителя или нового производителя, вот здесь вот слева нажать «Файл», «Инфо» и развернуть окно. И вот тут внизу должно быть написано, кто эту библиотеку авторизовал и авторизована ли она. В данном случае все файлы от производителя Audac измерены в немецкой лаборатории в городе Ахене, в электроакустическом институте, и авторизованы господином Ансельмом Гойерцем, я его знаю лично, это известный акустик во всем мире. Почему я упомянул этот момент? Потому что иногда в интернете встречаются неавторизованные JLL-файлы, где не написано, кто автор программы и кто под нее подписался, и, к сожалению, иногда такие файлы не совсем честны, я бы так тактично сказал. То есть, открывая новый файл, убедитесь, насколько он авторизован и кем он создал. Это просто совет на всякий случай. Переходим в саму программу. Для того, чтобы увидеть, что внутри, пока мы видим просто модель корпуса громкоговорителя. Нажимаем кнопку Calculate, нажимаем кнопку Balloon на самом верху, ставим галочку вот здесь, нажимаем ОК, и у нас на экране появился вот тот самый баллон, по-русски это пузырь. Это, собственно говоря, трехмерная модель излучения громкоговорителя в пространстве, созданная в результате измерений его в лаборатории. Здесь мы можем выбрать точность представления информации в октавах, и здесь мы можем полистать частоту, покрутить и увидеть, как себя ведет громкоговоритель, что он излучает в пространство на самых разных частотах, от низких до высоких. И мы можем покрутить, полюбоваться этим пузырем в трехмерном виде. Но большинству из нас этот пузырь, кроме красивой картинки, ни о чем не говорит. Нам удобнее и нагляднее смотреть привычные нам 2D-графики, и мы тоже можем их увидеть. Нажимаем кнопочку «Граф». Для начала нажимаем внизу кнопочку «Sensitivity». И, собственно, на графике мы видим реально измеренную АЧХ данного громкоговорителя на его оси. Здесь мы можем выбрать точность представления информации вплоть до 1,24, вплоть до очень узкой, и увидеть реальную АЧХ данного громкоговорителя, что для многих из нас уже вполне наглядная информация. Еще мы здесь можем увидеть из полезного нижняя кнопочка «Максимум SPL». Это график измеренной в лаборатории максимального звукового давления, который данный динамик способен воспроизводить в указанных рамках максимальных искажений. То есть это не аппроксимированные, а это реально измеренные данные максимального SPL. И значение этого SPL мы можем увидеть вот здесь, вот в правом углу. В частности, здесь подписано 97,3 дБ максимальное звуковое давление для данного громкоговорителя. Это очень хороший результат, на самом деле, для 2-дюймового 20-ваттного громкоговорителя. Еще из знакомых нам здесь мы можем увидеть графики диаграммы направленности в полярных координатах по вертикальной и по горизонтальной оси. И также мы можем полистать частоту и посмотреть, как ведет себя этот громкоговоритель на разных частотах. Для многих инженеров этот график достаточно наглядный и понятный. Ну и кроме этого здесь еще много других интересных графиков. Например, вот такой. Тоже его можно полистать. Но, собственно, на этом мы с JLL-вьювером закончили. Это для нас просто доступ к некой технической информации, которую мы можем посмотреть по любому из производителей, у кого эти JLL-файлы есть. Возвращаемся обратно в программу. И, собственно, приступая к работе над проектом, что нам нужно иметь для начала? Для начала нам нужно иметь план помещения с размерами в любом формате и желательно ТЗ от заказчика, чтобы понимать, что за объект мы проектируем. И следующий важный параметр, который мы должны для себя понять, это требуемый уровень звукового давления музыкального сигнала, который нам нужно получить в этом помещении. Для этого нам нужно
собственно, понимать следующую вещь, что для обеспечения разборчивости музыки в общественных помещениях, это то, над чем мы работаем, нам необходимо обеспечить как минимум превышение уровня звукового давления музыки над уровнем шума в помещении на 10 дБ. Это минимальный параметр. Лучше, если мы обеспечим некоторый запас, хотя бы плюс 15, но как минимум мы должны обеспечить музыку плюс 10 дБ над уровнем шума в помещении, которое мы рассчитываем. Теперь как понять, какой уровень шума в этом помещении? Ну, для начала можно зайти в интернет и посмотреть статистические данные, что такое шум. И мы, как правило, работаем вот с этими значениями. От 65 дБ это просто шумно, громкий разговор, до 75 дБ это весьма шумно, крик, смех и так далее. От этих значений в среднем мы отталкиваемся в наших проектах. Это такая средняя температура по больнице. На самом деле от объекта к объекту этот шум может быть сильно разный. То есть тот же самый ресторан, если мы делаем, одно дело, если это ресторан высокой кухни, где немногочисленные посетители ведут негромкие светские беседы. Другое дело, если это пивной ресторан, где толпы веселых посетителей шумно ржут и рассказывают анекдоты под музыку. И то ресторан, но уровень шума в них совершенно разный. И на начальном этапе нам для себя нужно понять, какой ресторан мы озвучиваем, высокой кухни или пивной. Или, может быть, это пивной ресторан, также работающий в режиме спортбар с трансляцией футболов, хоккеев и других спортивных мероприятий. Эти моменты нужно учитывать. Если мы сами не знаем, лучше спросить об этом заказчика на начальном этапе, что он планирует в итоге построить. И еще раз напомню, нам необходимо обеспечить минимум плюс 10 дБ над уровнем шума в нашем проекте. И еще один момент. Кроме обеспечения просто громкости музыки над громкостью шума, нам нужно обеспечить высокую равномерность распределения уровня звукового давления по всей площади помещения, во всей полосе частот и особенно в области средних и высоких частот, потому что именно они обеспечивают разборчивость музыки. Мы для себя выбрали вот этот критический диапазон в частоте от 1000 Гц до 8-10 тысяч Гц как диапазон, максимально отвечающий за разборчивость музыки. Именно в нем находятся в записи женские вокалы, скрипки, саксофоны, гитары. Там же находятся обертона, шипящие, свистящие. И если этот диапазон в какой-то части помещения будет провален, то почти наверняка в этой части помещения будет низкая разборчивость музыки. И как следствие музыка уже будет посетителями восприниматься скорее как мешающий шум, чем как музыка, приносящая удовольствие. А наша задача сделать музыку, приносящую удовольствие посетителям. Вот над этим мы с вами сегодня будем работать. И, собственно, вводная часть закончилась. Переходим непосредственно в программу ISFocus. Для начала я пошагово расскажу, как ее настроить, какие функции, кнопки нажать, с тем, чтобы первый раз, условно говоря, ее запустить. Да, и пусть вас не смущает то, что на логотипе программы нарисован линейный массив, некоторых это смущает. И пользователи считают, что программа предназначена сугубо для расчета линейных массивов. На самом деле это не так. Это маркетинговая подача производителя данной программы, как ориентацию ее на рынок прокатчиков линейных массивов. Там она работает достаточно хорошо и активно применяется, но она может рассчитывать не только линейные массивы, но и любые системы звукоусиления, в частности, то, чем мы занимаемся, системы музыкальной трансляции. Итак, после первого запуска программы, первое, что вам нужно сделать, нажать кнопочку «Файл», «Import System Definition»
и загрузить в программу библиотеку тех громкоговорителей, которые мы скачали. Без этого программа библиотеки не видит. Вот наши все громкоговорители, нажимаем здесь «Открыть», и все громкоговорители подгружаются в базу. Каждый раз после скачивания новых громкоговорителей вам нужно эту процедуру повторить и подлить новые громкоговорители в базу программы. Это первое, с чего мы начинаем. Дальше мы идем в закладку Options, она же быстрая клавиша F9, и начинаем настраивать программу под себя. Для начала идем вниз, в кнопочку Environment, и первым делом в самом низу выбираем режим работы программы из стандартного в Extended. Extended дает, собственно, больше нам возможностей, мы всегда работаем в режиме Extended. После этого начинаем сверху вниз, закладка View. Здесь вы ставите галочки то, что вы хотите видеть на рабочем поле программы. Это рулетка, всякие маркеры. В общем, здесь можно просто поставить галочки везде. Следующая кнопка Grid. Очень полезная функция. Grid — это сетка на рабочем поле программы. Вы можете выбрать по умолчанию динамический грид, самоизменяющийся в зависимости от уровня зума. Иногда удобно перейти в ручной грид, где вы можете руками выставить ему значение в метрах. Это полезно в случае, если вы заранее знаете или предполагаете шаг, с которым должны быть установлены динамики по вашему помещению. К примеру, он равен 6 метрам. Вы ставите грид равным 6, и с этим шагом уже равномерно расставляете динамики по всему полю. Следующее, что у нас тут есть, Calculation параметр. Достаточно важная функция. Для выведения финального отчета есть смысл выбрать Mapping Resolution Highest, но в этом случае машина будет дольше считать, и вам придется дольше ждать. При работе обычно мы используем режим High, и его, в общем-то, достаточно. Следующий момент очень важный, запомните. При выборе Input Signal мы всегда выбираем нижнюю кнопку Pink Noise. Если будет время, я объясню, почему это так, постараюсь показать. А пока просто запомните, из 3 видов входных сигналов, на которых рассчитывают звуковое давление, мы выбираем Pink Noise. Следующая кнопка точность параметров, в общем-то, без разницы. И последняя кнопка важнейшая, опять же, выбор способа суммирования сигналов от нескольких громкоговорителей, их 2. Суммирование по мощности. Это просто математическое суммирование без учета интерференции между близко расположенными динамиками, и суммирование с учетом интерференции. В наших случаях мы всегда считаем без интерференции. То есть мы считаем не концертный звук, мы считаем распределенный звук, где интерференция не так сильно сказывается. Опять же, если будет время, я вам на реальном примере покажу, так это или не так. Следующая кнопка Mapping Colors по умолчанию стоит автоматически. Это цветовая шкала, которая автоматически подбирается под диапазоны ваших громкостей. Ее можно также задать руками, верхний и нижний диапазон. То же самое относится к уровню Levels автоматически или руками. Frequency Response. Здесь мы выбираем кнопочку Line Chart, так будет более наглядный результат. И также можно диапазон его сделать автоматическим или руками. И, собственно, на этом настройки закончились. После этого можно начинать работать. Иногда я буду посматривать в чат, но постараюсь ответить на вопросы в конце нашей передачи. Нажимаем ОК, переходим, собственно, в саму программу. Опять же, начнем с первоначальных настроек. Мы начинаем с нижней левой кнопки Project Properties. Вот мы ее нажали, где вы можете задать имя вашему проекту в соответствии с заказом, указать себя как автора, компанию. И вот здесь вы можете напечатать для себя заметки, которые сохранятся, и в следующий раз вам не нужно будет вспоминать, что это за проект, если вы для себя здесь написали какие-то особенности данного проекта. Следующее, что мы можем здесь отрегулировать, это выбрать или указать температуру в помещении. По умолчанию она 20 градусов, и, как правило, мы в ней работаем, но если вы считаете, к примеру, уличный каток, открытый зимний, то логично указать там температуру, которая ожидается, минус 10, минус 20 и так далее. Здесь же мы можем выбрать влажность и давление в помещении прогнозируемое, но это параметр важный при расчете больших
уличных ивентов с линейным массивом, где влажность и давление сказывается на звуке. В наших случаях можно этими параметрами пренебречь. Что у нас тут еще? Есть кнопочка Project Setting в левом углу, где вы можете отредактировать высоту ушей слушателя. Дело в том, что программа считает покрытие не на площади пола, который мы нарисовали, а всегда считает на высоте ушей посетителей. И, собственно, это правильно. Значит, по умолчанию есть два вида этих настроек: ситинг и стендинг. Соответственно, если люди сидят, это высота 1,20 м, если люди стоят, высота 1,70 м. Если вы вдруг считаете фитнес-клуб с йогой, где публика лежит на полу, вы можете кастом указать высоту 0,3 метра для лежащего человека, и потом эту высоту использовать при расчетах. И, собственно, здесь уже практически все. Переходим в нашу поляну, которую мы собираемся рисовать, в наше рабочее окно. Вот синеньким выделена аудиенс-зона, это зона, по которой мы рассчитываем. Вы также можете руками ее переименовать. Это бывает удобно. Комната 1. Здесь мы выбираем в этом окне ситинг или стендинг наших посетителей. Вот они у нас, к примеру, здесь стоят. Надо не забыть это сделать, чтобы не получить в итоге неправильный результат. Дальше пройдемся по верхним кнопочкам. Здесь мы выбираем отображение результатов расчета со взвешивающей кривой А, или Z – это плоская характеристика без каких-либо корректирующих кривых. Мы всегда считаем наши проекты в режиме Z, и я поясню почему. Кривая А была придумана для измерения мешающих акустических помех и шумов, то есть вредных сигналов, и логично в этом случае те помехи, которые человеческим ухом не очень слышны, отсекать с тем, чтобы они не давали нам ложные результаты. Но поскольку мы в наших проектах рассчитываем не помехи и шумы, а мы рассчитываем полезный музыкальный сигнал, полнодиапазонный, то логично и видеть результаты расчета в полном диапазоне, то есть во всей полосе частот этого музыкального сигнала. Об этом есть многие споры, как правильно считать в А или в Z. Мы для себя выбрали, что мы считаем в режиме Z, вы вправе делать так, как вам, разумеется, больше нравится. Следующая кнопки наверху, пройдемся вкратце. Режим отображения информации. Broadband — это в широкой полосе, то есть во всей полосе частот. Либо вы можете выбрать режим отображения в октавных полосах от 3 октав до 1/3 октавы. И в этом случае вы можете выбрать центральную частоту выбранного вами узкой полосы, которая достаточно большая, и посмотреть отображаемый результат в полосе частот. Начнем мы с бродбанда. И есть еще полезная кнопочка вот здесь. Увидеть сигнал значения в абсолютных величинах или в относительных с заданным вами диапазона допуска. От плюс-минус 1 дБ до плюс-минус 20. Мы этим всем будем активно пользоваться. Ну вот для начала мы запустили программу, у нас появилось некое поле, мы можем уже побаловаться с нашими динамиками. Для этого правым кликом нажимаем и выбираем Add Sound Source, добавить источник звука. У нас появляется библиотека по каждому из производителей. Мы выбираем, например, вот такую колонку. Нажимаем ОК, вот она у нас появилась. Здесь мы можем задать ее высоту, ну, к примеру, 8 метров, это координата Z. И после чего включаем вот здесь слева Show Mapping. На картинке мы увидели отображение ее звукового давления на плоскости помещения в широкой полосе частот. Сейчас у нас включен Broadband. Справа мы видим, собственно, чертеж самой акустической системы и как она у нас расположена. Сейчас она у нас расположена горизонтально. Если мы кликнем на нее и нажмем вот здесь Side View, у нас сейчас нажато, то вот эта вот прямая линия, которая появляется, это как бы направление, куда у нас колонка сейчас работает. Мы можем за нее мышкой взяться, в реальном времени наклонить вниз. На чертеже справа вы видите также, что она начала наклоняться, и направить ее на плоскость помещения. Соответственно, на
центральном окне мы видим проекцию, как бы вид сверху на озвучиваемое помещение. На нижнем окне мы видим side view, то есть в боковом разрезе, в вертикальной плоскости. И первое, что вот мы заметили на этом графике, что у этой колонки несимметричная диаграмма направленности по горизонтали. Мы видим чуть-чуть больше выброс сюда, чуть-чуть меньше сюда. С чем это связано? Это на самом деле особенность всех двухполосных или более полосных акустических систем, у которых громкоговорители расположены не коаксиально, а разнесены в пространстве друг относительно друга по вертикальной или горизонтальной оси. И практически всегда больше или меньше зависит от эти диаграммы направленности несимметричны, либо в горизонтальной плоскости, либо, если мы эту колонку сейчас повернем, то в вертикальной плоскости. Этот момент, если мы перфекционисты, иногда приходится учитывать при наших расчетах симметричность или несимметричность диаграммы направленности наших применяемых громкоговорителей. Ну, вернемся пока к нашей поляне. Вот наше поле, размеры которого мы можем править руками, вот так вот просто поймав стрелочку. Мы можем эти размеры указать вот здесь, где длина, ширина, тоже руками, если мы их знаем точно. Мы можем эту поляну, надо поймать стрелочку, покрутить. И вот просто чисто из любопытства давайте сейчас быстро нарисуем маленький стадиончик. Раз уж у нас есть футбольное поле. Для поля мы указали, что на поле футболисты бегают стоя, выбрали режим стендинг. Теперь мы к нему можем пририсовать беговую дорожку. К дорожке приделать закругление, закругление. Приделать следующую часть беговой дорожки. Следующее закругление. Я не буду сейчас равнять все это до частоты, просто для экономии времени. Вот у нас получилось футбольное поле с беговой дорожкой. Теперь нам надо к ней добавить трибуну. Самое сложное тут ловить стрелочки. И, разумеется, трибуну надо наклонить, поскольку трибуна всегда имеет угол наклона. Такая возможность в программе предусмотрена. Следует помнить, что любая поверхность наклоняется в ту сторону, куда указывает вот эта вот маленькая стрелочка в середине программы. Сейчас она у нас указывает налево, а нам нужно, чтобы она у нас указывала вниз. Мы ловим эту стрелочку, поворачиваем вниз, вот она у нас повернулась. И теперь этой трибуне мы вот здесь задаем угол наклона просто руками, к примеру, 18 градусов. На картинке снизу мы сразу увидели, что у нас трибуна, вот она стала наклоненная. Дальше пунктирной толстой линией у нас отображается сама трибуна, а пунктирной линией над ней уровень ушей слушателей. Тут мы вспоминаем, что на трибуне наши слушатели не стоят, а сидят, и убеждаемся, что у нас выбрано ситтинг. Убедились. Мы сделали все правильно. И теперь увидеть весь этот стадион в разрезе мы можем, добавив cross-section, линию поперечного сечения. Вот мы ее нарисовали. И теперь, тыкнув в нее, на side view мы видим вот наше футбольное поле и уровень ушей бегающих стоя футболистов. Вот наша трибуна с наклоном, уровень ушей сидящих на ней публики. Вот самое простое, что мы с вами быстро сделали, это стадион. Соответственно, эту трибуну можно потом скопировать, вставить куда нам нужно и развернуть, разумеется, не забыть на 180 градусов или развернуть вот эту стрелочку в нужное нам направление. Только надо в нее попасть. Вот она. И вот у нас на поперечном сечении появилась вторая трибуна. Вот футбольное поле, трибуна, трибуна. Если стадион сложный, то этих трибун можно сделать несколько в многоэтажном исполнении, расположить одну на другой. Для этого вам надо задать, собственно, высоту расположения начала и конца трибуны. И я скажу, что настоящий гуру из фокуса
умеет в этой программе рисовать реальные многоэтажные, многоярусные концертные залы со всеми балконами, антресолями, амфитеатрами. Это все можно сделать, для этого нужно, в общем-то, набить руку. Заканчиваем со стадионами. Что мы можем увидеть еще на начальном этапе интересного? Ну, кроме того, что мы уже видели диаграмму направленности одной из колонок, добавляем еще раз колонку, ту же самую, например. Мы можем проверить или убедиться в максимальном уровне звукового давления, собственно, уже в программе, а не в рекламных материалах производителя. Для этого мы должны повесить колонку на высоте метр от уровня ушей публики. Это значит, Z мы должны сделать 2,70. И мы должны направить ее строго вниз, вертикально. Руками правим угол наклона, вот здесь. В этом случае наша колонка включена в широкую полосу, висит на высоте 1 метр от плоскости, на которой мы считаем. Дальше мы можем просто, вводя мышкой по экрану, это удобная функция, вот здесь в левом углу видеть уровень звукового давления в той точке, где ползает наша мышка. Вот сейчас тут мелко написано 70, а если мы мышку наведем строго на центр колонки, то мы увидим уровень звукового давления, создаваемый ей на полной мощности на расстоянии 1 метр, и он у нас равен 105 дБ. Эта цифра подтверждается производителем на их сайте, у них заявлен такой же уровень звукового давления, просто мы лишний раз в этом убедились, что параметры соответствуют. Что у нас идет дальше по плану? Следующий важный момент, который я хочу подчеркнуть до начала проектирования, скоро мы приступим уже к проектированию, это следующее. Многие громкоговорители для фоновой музыкальной трансляции выпускаются либо в разных исполнениях, либо могут быть универсальными и работать как в низкоомном режиме, так и в 100-вольтовом. И часто мощности одного и того же громкоговорителя в этих двух режимах отличаются. То есть в низкоомном режиме колонка может иметь заявленную номинальную мощность 70 Вт, а в 100-вольтовом она же может иметь максимальную допустимую мощность 30 Вт. Если мы собираемся проектировать систему в 100-вольтовом режиме, то нам нужно первым делом откорректировать подаваемую на колонку мощность с тем, чтобы получить правильный результат и не получить завышенный результат. И вообще изначально хорошо бы проверить, на какой мощности данная колонка сейчас включена. Такой способ у нас есть. Для этого мы просто выбираем колонку и смотрим вот здесь мелкие циферки справа в нижнем углу. Там написано 30.5 dBV. Это уровень электрического сигнала, подаваемый, то есть, другими словами, уровень напряжения, подаваемый на эту колонку, почему-то указанный доктором Аннертом не в вольтах, а в dBV, в децибелах. И, видимо, для того, чтобы пользователи лишний раз потренировали мозг и с помощью калькулятора перевели децибелы в вольты, мы это сделали заранее для вас. 30.5 dBV соответствует 33,5 вольта РМС, то есть это напряжение, которое приходит на эту колонку. Дальше мы вспоминаем закон Ома, 33.5 умножаем на 33.5, делим на импеданс колонки, который у нас 16 Ом, и получаем, что мощность, подаваемая на эту колонку, 70 Вт. Это абсолютно точно соответствует номинальной мощности заявленного производителя, просто лишний раз в этом бывает полезно убедиться до начала проектирования, особенно если вы работаете с неизвестным вам производителем. Поехали дальше. Собственно, переходим теперь к рисованию наших проектов в программе. Открываем новый проект. Удобнейшая и полезнейшая для нас функция этой программы то, что в ней можно рассчитывать непосредственно в планах помещения. Для этого есть кнопочка вот здесь Layout Picture, подложить картинку.
И программа может открывать любые графические файлы в форматах JPEG, PNG, GIF, TIFF и так далее. Она не работает с CAD и не работает с PDF, но это не представляет для нас большой проблемы. Если у нас есть чертеж в CAD, мы всегда можем сохранить его в графическом формате, или, что проще, сделать print-screen, отрезать лишнее и этот графический рисунок уже открыть в программе. Мы начнем сейчас вот с такого помещения. Первым делом, открыв этот чертеж помещения, вам нужно его образмерить или, другими словами, отмасштабировать. Для этого нужно знать хотя бы один линейный размер в помещении. На чертеже у нас размеров нет, но позвонив заказчику, мы знаем, что вот эта стена у нас равна 8 метрам. Берем вот эту вот маркерную линию, которая у нас внизу, двигаем один край к одному углу помещения, двигаем второй край к дальнему концу стены. И вот здесь, вот, где подписано Line Length, длина линии, руками указываем известный нам размер 8 метров. Указали, нажали ОК. После этого наше помещение образмерилось, и мы можем начать его рисовать. Мы будем вот делать вот это помещение, достаточно нестандартной формы. Начнем снизу, где также нестандартный VIP-зал. Берем прямоугольник, растягиваем его вот таким образом. Следующее. Значит, из стандартных фигур, предназначенных для рисования, тут есть вот перечислены 5 видов фигур. Прямоугольник, сегмент круга, кольцо, трапеция и многоугольник. Значит, мы сейчас выбираем многоугольник. Ай, не получилось. Получилось. Мы можем его, соответственно, этот многоугольник по-всячески, еще раз нажму, по-всячески менять вот так, найдя нужный нам. Вот мы нашли нужный нам многоугольник, двигаем его в зону, зумируем колесиком, соответственно, растягиваем по горизонтали, растягиваем по вертикали, правим вот здесь. Собственно, вот мы нарисовали помещение неправильной формы с помощью 2 фигур. Дальше у нас идет круг, выбираем, соответственно, круг, поместили. Нам нужно его теперь вот так вот растянуть, попасть в радиус. Но я с первого раза удивительным образом попал в радиус. На самом деле вот у него меняется радиус круга с помощью этой стрелочки. И вот так вот его завершить. Мы его можем еще чуть вот так подвинуть. Переходим кверху. Прямоугольник. Еще один прямоугольник. Ну и дальше нужную нам площадь покрываем оставшимися прямоугольниками. То, что вы видите, перекрытие между зон, оно никак не сказывается на финальный результат. И единственное, не очень красиво, может быть, выглядит для заказчика. Значит, вот мы зарисовали за 35 секунд помещение достаточно нестандартной формы с помощью стандартных предлагаемых нам фигур. Чтобы я особо подчеркнул сейчас на начальном этапе, и это очень важно, что если в нашем помещении есть несколько разнесенных пространств и несоединенных акустически зон, вот одна зона, вот вторая, между ними стены, то программа этих стен не видит и не учитывает их. То есть если мы вот сюда сейчас поставим колонку, то мы видим, что звук от этой колонки проникает через вот это пространство, в том числе и в другую зону. Поэтому всегда мой совет, когда мы рассчитываем помещение с несколькими зонами, делаем раздельные расчеты для одной зоны, сохраняем это отдельным файлом, и раздельный
расчет для другой зоны, сохраняем это отдельным файлом. Если у нас между ними, к примеру, есть даже узкий коридор, который формально соединяет этих два помещения в одно, но мой совет делать для коридора третий расчет. То есть разбивать на раздельные помещения, считать отдельно вот это, отдельно коридор. В таком случае результат получается более правильным и меньше присутствует проникновение звука из одной зоны в другую зону. Всем привет. Я пока читаю комментарии. Домашние задания мы обязательно дадим. Сертификаты EasyFocus мы давать не можем, поскольку есть уполномоченная организация, представитель в России, она находится в Санкт-Петербурге, и, наверное, только они вправе давать эти сертификаты. У меня просто вопрос поступил. Нам немного странно, мы пытались в этой компании заказать обучение для себя платное по EasyFocus, и нам этого не удалось, то есть фактически нам отказали. Видимо, потому что программа бесплатная, и не знаю почему. То есть нам научиться не удалось здесь, в России, даже за деньги. Поэтому пользуйтесь случаем и учитесь сейчас бесплатно. Бесплатно всегда интереснее. С этим мы закончили и начинаем делать, собственно, в реальном времени реальный объект. Делаем новый проект. Выбираем картинку. Вот она. Это проект пивного бара с возможностью время от времени превращать его в спортпаб, то есть с телевизорами, с трансляцией спортивных событий. Соответственно, сделать нужно достаточно громко, предположительно 90 или чуть больше 90 дБ получить уровень звукового давления и, разумеется, равномерно по всей поляне. Значит, мы знаем, что вот этот размер у нас от низа до верха равен 12 метрам. Впечатываем вот здесь 12. Нажимаем ОК. Вот у нас наш объект появился на экране. Начинаем его обрисовывать. Что мы видим, во-первых, на картинке, что вот здесь у нас находится барная стойка, за которой работает бармен. И это зона, видимо, которую мы не собираемся озвучивать. С тем, чтобы бармену по 8 часов было комфортнее работать в более тихой обстановке. Мы озвучиваем только зону, где у нас находится публика. Вот с нее мы и начнем. Захватываем барные стулья, на которых сидит народ, и тянем налево до входной двери. Добавляем следующую часть зоны. Очень мелкие тут эти стрелочки. Добавляем следующую зону. И еще мой совет, если есть такая возможность, запросите у заказчика план помещения именно с расположением мебели. В таком случае результат всегда получается более правильный. Это относится не только к ресторанам, как сейчас, это относится, например, и к магазинам, где в первую очередь нужно озвучивать проходы и места скопления публики, и, может быть, меньше внимания уделять местам, где расположены там какие-то крупные предметы или стеллажи. То есть в магазинах мы не озвучиваем стеллажи, мы озвучиваем проходы. Для этого нам, соответственно, нужно иметь план мебели и желательно иметь его для любого из проектов. Единственное, еще есть какое ограничение, что программа, к сожалению, не позволяет подложить одновременно два чертежа: план пола с мебелью и план потолка. К сожалению, это так. И если у нас на потолке располагаются кондиционеры или что-то крупное, то этот момент по возможности бы желательно учесть. Но сейчас мы начинаем делать вот проект озвучивания вот этого бара. Нам известно, что высота потолков в нем 4 метра. Это важнейший параметр, без этого мы не можем считать. И начнем
делать проект на потолочных динамиках. Выбираем из списка любимый нами динамик Sira 7, двухполосный 6-дюймовый, очень качественный потолочный динамик. Нажимаем ОК. Пока убираем калькуляцию. Мы видим на правом чертеже, что по умолчанию он у нас расположился горизонтально. Нам надо не забыть направить его вниз. Значит, на виде Side View, вот он наш динамик. Вот эта линия показывает, куда он сейчас у нас стреляет. Мы его просто руками берем и направляем вниз. И финально руками правим угол поворота минус 90. Собственно, мы поставили первый динамик. Дальше копипейстом мы эти динамики расставляем по площади помещения, исходя пока из нашего опыта работы над такими проектами. Копируем, вставляем. Что я еще посоветовал бы проектировщикам при расчете вот систем озвучивания ресторанов, это стараться потолочные динамики не ставить над столиками, то есть прямо над головами, а ставить немного в стороне. Исходя из моего опыта посещения ресторанов, когда звук играет прямо в макушку, сверху, это не очень комфортно. Всегда приятнее, когда звук немного здесь, немного там, откуда-то со стороны. Этот момент для получения правильного результата я бы советовал учитывать. И продолжаем их дальше вставлять. Ставим здесь между столиками. Ставим. Стоп. Я забыл, что у меня нужно проверить высоту. Высота у каждого из динамика должна быть 4 метра, равная высоте потолков. Хорошо, что я это заметил сразу. И убеждаемся, что зона выбрана у нас для сидящих, поскольку публика там в основном сидит. Продолжаем теперь расставлять наши динамики. Ставим следующий. Следующий. Потерпите, это быстро. Ну вот мы расставили наши динамики, можно добавить еще один вот сюда в угол, вот сюда. Предварительно мы закончили, теперь первым делом мы можем посмотреть, какой уровень звукового давления мы получили в помещении. Включаем калькуляцию, на графике появились в цветовой дифференциации уровень звукового давления, шкала для него указана вот здесь. Вы можете посмотреть, что красное соответствует вот такому, а бледненькое соответствует вот такому. Чтобы увидеть все это дело в цифрах, нажимаем кнопочку посередине Distribution Graph, делаем окно побольше. И здесь уже мы в цифрах видим, по вертикальной шкале у нас указана площадь помещения, покрытая с таким-то вот уровнем звукового давления. Мы видим, что в уровень мы практически попали, у нас 93 децибела покрыта большая часть помещения, меньшая часть помещения 96 и еще меньшая часть с уровнем 90. То есть мы с первого раза угадали с выбором динамиков и получили нужный нам уровень звукового давления 93-96. Это с запасом для спортпаба. Если бы мы делали тихий ресторан на этих же динамиках, то такой уровень звукового давления нам был бы не нужен, нам нужно было бы 85, скорее всего. И поэтому мы смело могли бы уменьшить мощность, подаваемую на динамике, и тем самым сэкономить бюджет проекта. Потому что перезакладывание мощности в конечном счете тоже бывает вредно, потому что приводит к неоправданному удорожанию проекта за счет применения усилителя большой мощности, и тем самым это снижает несколько ваши шансы выиграть проект. Вы перезаложились по оборудованию, получили дорогую спецификацию, ваши конкуренты подобрали правильные усилители, менее дорогие, и у вас меньше шансов выиграть, если вы перезаложились. Но здесь в ТЗ было получить достаточно громко, мы это достаточно громко получили. И
Собственно, у нас сейчас на графике цветная картинка с красными точками. Исходя из наблюдений, многие проектировщики, ну, начинающие проектировщики, которые работают в ISFocus, как правило, на этом и заканчивают проектирование. И вот эту картинку, собственно, отправляют заказчику в качестве результата проектирования. Что вот, мы сделали такую картинку и считаем, что это хорошо. Но теперь представьте себя, поставьте себя на место владельца этого бара, который не имеет никакого акустического образования, а может быть даже и технического. И для него эта картинка не говорит ни о чем. Просто красные пятна и по наставленной динамике. Получит ли он в результате хороший результат или нет, равномерное или неравномерное, исходя из этой картинки, он сам для себя оценить не сможет. И существует достаточно большая вероятность, что он просто может, если человек мнительный, предположить, что ему пускают пыль в глаза, нарисовали какую-то красивую цветную картинку, выдают это за результат расчета. В худшем случае он может с этой картинкой пойти к друзьям-аудиофилам и спросить: вот мне что-то нарисовали, прокомментируйте. На что те, скорее всего, скажут ему: братан, тебе просто пыль пускает в глаза, не слушай никого, мы сейчас тебе поставим пару таких колонок, что ты просто ахнешь. И такие случаи на самом деле бывают. Поэтому этот проект еще не завершенный. И сейчас мы приступаем к самому главному. Нам нужно понять и оценить равномерность распределения нашего музыкального сигнала не только в широкой полосе, но и в той самой критичной полосе от 1000 до 8000 Гц, которую мы можем выбрать уже вот здесь, выбрав 3 октавы, выбрав 3150 Гц частоту и нажав кнопочку вот такую. Что мы сейчас сделали? Мы ограничили частотный диапазон, который мы видим на графике, диапазоном от 1000 до 8000 Гц. Это 3 октавы с центральной частотой в 3150 Гц. И уже в этой области мы видим равномерность или неравномерность покрытия звуком нашей площади, но для этого нам нужно задать еще рамки, в которые эта равномерность или неравномерность должна укладываться. И тут наступает тонкий момент. Дело в том, что никаких технических норм и требований к озвучиванию ресторанов в принципе не существует, каких-то ГОСТов, СНИПов. Даже если существуют, то они, скорее всего, далеки от реальности, поэтому исходить приходится из практики, из здравого смысла и немного из психоакустики. Психоакустики утверждают, и я с ними согласен, что человеческий мозг воспринимает изменение громкости звукового сигнала не в децибелах, не в ваттах, а в то, что по-английски называется perceiving volume, ощущаемая громкость. Я русского аналога не знаю, поэтому использую этот термин. И психоакустики говорят, что двукратное изменение ощущаемой громкости, вот этой perceiving volume, происходит при изменении уровня звукового давления на 10 дБ. Это нужно запомнить. Изменение уровня сигнала на 10 дБ приводит всего лишь к двукратному изменению ощущаемой человеком громкости. Соответственно, 6 дБ изменение уровня звукового сигнала соответствует 1,5-кратному изменению ощущаемой человеком громкости. Соответственно, мы для себя выбрали 2 стандарта качества для озвучиваемых помещений. Класс А помещение, там, где мы укладываемся в 6 дБ колебания громкости в заданном диапазоне, и класс Б это там, где мы укладываемся в 12 дБ. Перейдем к графику. Мы предполагаем, что это помещение должно быть класса А, поэтому ставим здесь галочку плюс-минус 3 дБ. Это допуск, который мы установили, то есть в сумме это 6 дБ. И смотрим, насколько мы укладываемся в эти 6 дБ. Ну, практически укладываемся, кроме вот нескольких мест, которые выделены красным. То есть все, что зеленым закрашено на этом рисунке, все укладывается в заданный диапазон плюс-минус 3 дБ в диапазоне частот, которые мы задали вот здесь, кроме нескольких вот мест, где мы чуть-чуть не уложились. То есть, в принципе, результат достаточно хороший. Если мы перейдем плюс-минус 6, то мы видим, что вся наша площадь закрашена зеленым. Это значит, что для класса Б данный объект вполне подходит, для класса А близко, но не совсем.
Дело в том, что потолочные динамики, может быть, вы будете удивлены, в большинстве случаев дают большую неравномерность покрытия, чем корпусные. За счет того, что они всегда стреляют то, что называется, вниз, в точку под собой, и в этой точке трудно получить такой же уровень, как сбоку от себя. Но, слава богу, дизайнер этого объекта в последний момент передумал ставить подвесные потолки, решил оставить открытый бетон и попросил нас пересчитать проект на корпусных колонках. И сейчас мы именно этим и займемся. Сделаем второй вариант этого проекта. Этот мы можем сохранить на память. Сохранили. Теперь удаляем все наши потолочные динамики и пересчитываем на корпусных. Выбираем привычный нам модель VX502. Где она у нас? Вот она. Корпусная настенная двухполосная колонка с 5-дюймовым НЧ-динамиком и, соответственно, твиттером. Может крепиться как к стенам, так и к потолку и направляться в нужные нам стороны. И начнем делать проект вот на этих самых корпусных настенных колонках. Высоту установки выберем ту же самую 4 метра. Дальше нам нужно прицелиться в нужную нам точку. Для этого у нас есть полезный инструмент. Вот здесь вот маркер, он же ресивер. Берем маркер, ставим туда, куда мы хотим прицелиться. Выбираем колонку, Side View. И вот здесь мы видим, куда она сейчас направлена. Вот здесь мы видим маркер. Мы просто берем эту колонку и направляем туда, где расположен наш маркер. Предварительно. Это пока черновое проектирование. И потом мы эти колонки начинаем копировать и расставлять по помещению. Опять же напоминаю, что лучше ставить их не прямо напротив столика, а между ними, так будет комфортнее публике. Угол правим руками, чтобы было красиво. Ой, не попал. Минус 180. Попал. И последний. Вот сюда. Предварительно расставили колонки. Нажимаем теперь Show Mapping. Вот у нас программа быстро посчитала. Первым делом мы смотрим на что? На полученные нами уровни звукового давления. Нажимаем сюда. Видим, что результат достаточно хороший. У нас в среднем 90-93 дБ мы получили. То есть мы уложились в желаемые нам рамки, в заданный нам уровень. Мы хотели 90 или чуть больше, мы это 90 или чуть больше получили. Это значит, что мы изначально выбрали правильные колонки для данного объекта в примерно правильном количестве. Дальше нам нужно оценить, опять же, ту самую равномерность или неравномерность в зоне средних высоких частот. Включаем 3 октавы, выбираем частоту 350. Ставим галочку плюс-минус 3 дБ и видим, что, в общем-то, мы получили нужный нам результат. Вся наша поляна закрашена зеленым, кроме двух углов. В одном находится дверь, если вы видите, во втором ничего не находится, и там никто не сидит. Если бы здесь был бы столик, то было бы полезно и сюда тоже добавить колонку, но столика здесь нет, поэтому мы можем сэкономить деньги заказчику и эту зону не озвучивать. Убедились, что вариант на колонках
даже лучше, чем на потолочниках, потому что отсутствуют красные пятна, как присутствовали на предыдущем варианте. Теперь мы можем сделать следующую вещь. Посмотреть, какой будет прогнозируемая АЧХ в данном помещении. Напомню, что по прямому полю, без отражения стен. Для этого есть кнопочка Frequency Response. Нажимаем ее, которая показывает прогнозируемую АЧХ в той точке, где стоит маркер. Соответственно, этих маркеров может быть больше, чем один. Вы можете расставить их где хотите. И параллельно вы видите вот несколько АЧХ, выделенные цветом, которые показывают, в какой точке у нас что происходит со звуком. Мы сейчас лишнее уберем. Что мы делаем дальше? Выбираем место, где у нас наша АЧХ нам нравится больше всего, и смотрим на нее. И тут мы замечаем, что эти колонки компактные, 5-дюймовые, и они не дают достаточно басовые составляющие для нашего спортивного паба. А музыка там будет играть громко, желательно, чтобы это все играло полнодиапазонно. Значит, мы можем улучшить этот объект, добавив к нему суббасиков по просьбе заказчика и исходя из нашего опыта, что хорошо бы иметь еще и суббасовую поддержку. Такие суббасы у нас есть. Нажимаем Add Sound Source, выбираем здесь, вот он, Noba 8A, вставляем ее, мы видим его, он появился справа, его местоположение. Это достаточно интересный универсальный суббас, который может плоский, он может располагаться на полу, на стенах или даже на потолке. Мы решили расположить его на потолке. Для этого нам нужно привести его в правильное положение, потому что рабочее положение у него ножками, вот они ножки к поверхности, на которой он расположен. То есть нам нужно развернуть его в пространстве на 180 градусов, что мы сейчас и сделали. Он теперь находится на потолке на высоте 4 метра. И нам нужно их расположить на этот объект. В идеале я бы таких суббасиков сделал 3, но бюджет не резиновый, поэтому хотя бы 2, относительно распределенных по помещению. Вот сюда мы поставили второй, здесь первый. И теперь мы нажимаем Show Mapping, нажимаем наш Frequency Response, чтобы посмотреть, насколько суббасики улучшили ситуацию. Видим вау. Это у нас АЧХ от наших колонок, и это у нас АЧХ от суббасов, которые имеют значительный запас по давлению. И отправлять такую картинку заказчику не очень красиво, да и нам она не очень нравится. Потому что, как только у нас в тракте появились суббасы, это значит, что в тракте у нас должен появиться спикер-процессор, как минимум с кроссовером на борту, с тем, чтобы правильно суббасы настроить, а в идеале еще и с параметрической эквализацией. И такая возможность данной программой предусмотрена, она очень полезна и интересная. И поскольку мы, перфекционисты, мы хотим все сделать правильно, мы должны включить кроссовер для данного суббаса. Выбираем кроссовер, выбираем один из суббасов, нажимаем кнопку «Фильтр», нажимаем справа какую-то вот стрелочку, и мы видим виртуальный спикер-процессор, который программа нам позволяет заранее включить. Здесь есть low shelf, high shelf, 4 параметрических фильтра внизу и обрезные фильтры. Нам нужно этот кроссовер порезать на, к примеру, 100 Гц. Печатаем 100. Выбрать крутизну фильтра, любимый нами 24 дБ на октаву. Включить фильтр. Вот на экране у нас появился кроссоверный фильтр для этого суббаса. Теперь, чтобы не повторять все это руками, мы тыкаем на колонку, нажимаем Copy Setup, скопировать настройки в данном случае. Выбираем второй суббас, Paste Setup, вставить настройки. Мы во второй Setup, во второй суббас включили кроссовер. Теперь то же самое нам надо повторить и с колонками, только обрезать у них звук снизу. Пишем здесь 100 Гц, выбираем 24 на октаву, включаем. Вот мы включили кроссоверный фильтр для одной из наших колонок. Дальше повторяем процедуру, копируем сетап и пейстим ее во все наши остальные колонки. Потерпите, осталось немного.
последняя. Вот мы включили кроссовер в наши все колонки. Вернемся обратно к frequency response. Мы все равно видим, что АЧХ не очень красивая. Для начала что мы можем сделать? Сейчас мы видим расчетную АЧХ в однооктавном диапазоне, но программы, не все об этом знают, позволяют увидеть ее в третьоктавном диапазоне. Для этого вот здесь надо всего лишь включить кнопочку третьей октавы. Вот, стало гораздо более красиво. Теперь нам нужно, скорее всего, понизить громкость суббасов, и слишком громко. Мы выбираем один и руками ослабляем его на 5 дБ, минус 5. Выбираем второй. Стоп. Вот. Я слепой, извините, поэтому плохо вижу. Программа очень мелкая. Минус 5. Вот мы, собственно, подровняли громкость наших суббасов. Мы можем понизить их еще больше, если мы этого хотим, до минус 6. Но в результате все равно финальная настройка будет производиться по месту. Просто нам нужно представить заказчику, как будет выглядеть его проект. Теперь что мы видим на финальной АЧХ? Видим, что она уже почти хорошая. Осталось подкорректировать в районе 1,2 кГц все мелкие колонки. Для этого нам не нужно корректировать их сразу все. Мы можем сделать это с помощью кнопки «Глобальный фильтр», который применяет коррекцию ко всем колонкам в нашей системе. Идем вот сюда, выбираем здесь 1,2 Гц, ослабляем, насколько нам считаем нужным, регулируем ширину, тут добротность также регулируется, и возвращаемся, видим, что мы переборщили, можем вернуть обратно. То есть минус 3 дБ можно считать нормальным. Вот мы, собственно, подровняли. Если у нас есть время, мы можем чуть-чуть подправить вот здесь и вот здесь, но в целом мы видим, что суммарная частотная характеристика вместе с суббасами практически идеально. Шаг линейки у нас сейчас 4 дБ всего лишь. Вот это 4 вверх, 4 вниз. Мы по прямому полю, опять же это важно, уложились практически в студийный формат. То есть плюс-минус 3 дБ мы получили прогнозируемую расчетную АЧХ в точке, в которой у нас стоит маркер. Дальше проверяем еще раз, что у нас все нормально по покрытию, все нормально. И вот после этого мы можем начинать готовить отчет для заказчика. Поделюсь фишкой, которую мы используем. Просто большинство инсталляторов, большинство тех, кто работает в этой программе, для выдачи отчета используют следующую удобную, соглашусь, функцию в программе «Файл Create Report». Есть такая функция. Мы ее нажимаем ОК, и программа автоматически генерирует отчет в формате PDF о всем, что вы сделали. Сейчас он появится на экране. Вот у нас генерировался автоматический отчет. Он выглядит очень научно, указана какая программа, указана дата, автор, все, что вы сюда заложили, температура воздуха. Вот он наш чертеж, расположение на нем всех колонок, вид сбоку. Перечислены все примененные нами колонки, углы их поворота, углы наклона, координаты в линейных осях. Указано уровень звукового давления, то есть все, в принципе, сделано правильно, указана даже, приведена наша коррекция, которую мы применили, отдельно общая, отдельно на суббасы, но надо учитывать, что для конечного заказчика, для владельца условного армянского кафе, этот документ, конечно, выглядит научным и говорит о том, что вы провели какую-то работу и что-то в чем-то рассчитали, но все равно он малочитабельный для конечного заказчика. Для инженеров это да, подробный репорт, и нормальный инженер из этого много чего поймет. Но конечный заказчик из этого в большинстве случаев не поймет ничего, кроме того, что вы вот что-то порисовали и прислали ему какой-то график. Поэтому как делаем мы и рекомендуем делать вам.
У нас есть заготовленный шаблон в PowerPoint, куда мы копипейстами вставляем нужный нам отчет из созданного нами проекта. Для этого выбираем зону, очень просто, правый клик, скопировать картинку в клипборд, возвращаемся сюда, вставляем, уменьшаем. И вот у нас получилась первая страница нашего репорта, где мы русским понятным языком пишем, что представлено на этой картинке. Диаграмма распределения уровней звукового давления важно по прямому полю, мы честно об этом сообщаем, по площади помещения в широкой полосе частот по розовому шуму. Переходим в следующую картинку. Точно так же правым кликом копируем в клипборд, вставляем, корректируем. Здесь у нас уже заготовлен шаблон пояснений, что у нас представлено на следующей картинке. Нам осталось совсем чуть-чуть. Потерпите. И за 4 минуты мы сделали красивый, внятный, читабельный отчет для end-юзера, для заказчика в красивой форме, с понятными ему пояснениями. И этот наш отчет мы можем предварить титульным листом, на котором представлены корпоративные ценности вашей компании, к примеру. И дальше, собственно, все наши графики с пояснениями, с выводами, с частотными характеристиками. Дальше сюда же вы можете положить описание колонок, которые использовались, описание суббасов, используемый усилитель мощности, блок-схема подключения и, собственно, любые пояснения, необходимые по данному проекту. И на этом наш сегодняшний онлайн-семинар подошел к концу. Я постараюсь пролистать сейчас, насколько смогу, ваши вопросы. Если кому-то не ответил, здесь указана моя почта, пишите, я вам обязательно отвечу. Еще, что я хочу напомнить, что вот эти акустические расчеты в нашей компании для наших партнеров мы делаем бесплатно, если партнеры не хотят учиться. Если кто-то из зрителей сегодняшних еще не стал нашим партнером, то самое время об этом задуматься, связаться с нами, нам есть что вам предложить и в плане поддержки, и в плане оборудования, и более того, с нами приятно работать, я это абсолютно точно знаю. И желающие приглашаются, сейчас с карантином стало полегче, к нам в офис на более глубокое обучение уже вместе за одним столом. Вы можете там позадавать вопросы, мы можем вместе сделать какой-то сложный проект для вас, поэкспериментировать, посмотреть разные варианты расположения акустики, подбора акустики. И сейчас не разбегайтесь, я еще сделаю маленький бонус-фрагмент на 5 минут, посвященный проблеме интерференции. Для армянского кафе изобарическая диаграмма. Согласен. Хорошо, ладно, в вопросы я поглубляться не буду. Свяжитесь со мной и найдите меня в Фейсбуке, я там есть, найдите нашу компанию или приезжайте в офис. И сейчас небольшой бонус для вас касательно интерференции. Возвращаемся обратно в программу. Я уже в самом начале говорил, что в настройках есть функция смотреть с интерференцией или без, насколько это влияет в наших проектах. Давайте вместе с вами посмотрим. Что такое интерференция? Это взаимовлияние двух близко расположенных громкоговорителей, приводящие к неприятным последствиям. Вот у нас есть одна колонка, располагающаяся на высоте, ну или возьмем сейчас другую, какую-нибудь
мощнее. Вот. Взяли одну колонку и рядом с ней поместили еще одну. Поместили еще одну и убедились, что у нас сейчас отображается вот эта самая интерференция. Вот она у нас включена, которую мы, собственно, можем видеть сейчас на нашем экране. Ой. Вот эти вот неприятные суммарные выбросы, это как раз и есть взаимовлияние двух расположенных колонок. Оно гораздо хуже в низкочастотном диапазоне. Если мы полистаем вниз, то увидим вот такие вот сложные картины суммарного сигнала от двух расположенных колонок. Эти картины, разумеется, еще зависят от расстояния между ними и зависят от частоты. И если мы заказчику отправим вот такую вот картинку со сложными колбасками, извините, то заказчику, скорее всего, не понравится. Я его понимаю. Ему хочется получить в результате равномерный звук, а мы присылаем ему какие-то странные вот такие вот картинки. И эта проблема наиболее актуальна при расчете портальных систем звукоусиления на улице, где у нас мощные сабвуферы, расположены слева и справа от сцены, и по центру поляны у нас могут находиться вот такие выбросы, а по бокам могут находиться провалы, и это, разумеется, всегда неприятно, и с этим прокатчики всячески борются. Но насколько эта проблема актуальна в нашей ситуации, в системах распределенного фонового звучания? Вот давайте сделаем помещение 20 на 20, к примеру. И вспомним, что в системах распределенного звучания колонок много. То есть не одна-две, как это бывает на концертах, а их много. И мы начнем сейчас их копипейстить и смотреть, что у нас будет происходить с нашей интерференцией. Да что ты будешь делать? Ну вот, собственно, мы расставили колонки по нашему помещению, и мы можем увидеть, что в широкой полосе эта наша интерференция всячески размазалась и превратилась в мелкодисперсную пыль. Она хотя и присутствует, и картинка немного пугает, но тех глубоких пиков и провалов, которые были при использовании двух колонок, уже нет. И еще один важный момент, о котором стоит задуматься, что сейчас мы считали по прямому полю. А реальные колонки будут расположены в помещении, где кроме прямого поля присутствует пол, потолок и еще 4 стены. И эти 6 поверхностей для каждой из колонки создают еще многократные виртуальные источники звука, то есть отражение от стены. То есть каждая колонка не только излучает прямой звук, но пол отражает звук в верхнюю сторону от этой колонки, потолок в нижнюю, боковые стены также, и мы по факту имеем не 12 источников звука, как на картинке, а скорее всего 124. И чем больше у нас источников звука, тем более мелкодисперсной становится интерференция, тем меньше у нас глубоких провалов, тем меньше у нас высоких пиков. Поэтому в случае применения распределенных систем музыкальной трансляции, то, чем мы занимаемся, эта интерференция
достаточно сильно нивелируется, и, в общем-то, ей можно пренебречь. Почему я и говорю, что нам ее стоит выключить. Вот мы ее выключили, и, в общем, мы получили вот такую вот картину уже без интерференции. Помещение у нас, надо сказать, достаточно большое, 20 на 20 метров. И возвращаясь еще раз к тому, почему мы используем розовый шум при расчетах. Сейчас мы откроем сохраненный нами сегодня файл. Этот мы не сохраняем, а вот этот мы открываем с потолочниками. Мы хотим увидеть в нем АЧХ, ставим маркер, ставим Frequency Response, видим прогнозируемую АЧХ в этой точке по розовому шуму. И она достаточно ровная, как вы видите. Если мы вдруг вместо источника сигнала выбрали не розовый шум, а, к примеру, вот здесь Music, то наша АЧХ будет вот такая. То есть с завалом по верхам, потому что вот этот тестовый сигнал, придуманный кем-то там в Европе под названием Music, изначально содержит обрезанные вот таким образом верхи. Если мы такую АЧХ представим заказчику, он, опять же, не понимая ничего в сигналах АЕС, ИЭК и прочих европейских комиссий, скажет: что-то вы мне посчитали плохую систему, она совсем без верха, мне такая не годится. И объяснять ему, что сигнал рассчитан на основе специфических сигналов, вещь достаточно бессмысленная. Поэтому возвращаемся, включаем здесь розовый шум и получаем результаты расчетов по розовому шуму уже во всем частотном диапазоне, без каких-либо обрезных фильтров в нем. Ну и, собственно, на этом я совсем... Ой, не туда попал. На этом я совсем закончу. Еще раз, это был не последний наш вебинар. Это был всего лишь 4-й, мы планируем продолжать. Следите за нашими анонсами, подписывайтесь на наш YouTube, Facebook, задавайте вопросы, приезжайте в гости. И спасибо всем, кто досидел до конца. На этом я откланиваюсь. До новых встреч!